Его улыбка была искренней, не натянутой, не мимолетной. Он был полностью в настоящем моменте. На его лице не было напряжения, никакой тяжести в глазах, только наслаждение, только покой. Когда он смотрел на сцену, его глаза сияли не от игры, а от чистого внимания. А его улыбка казалась почти нереальной, как будто он наконец позволил себе снова быть счастливым. Увидев Чонгука таким, многие осознали нечто болезненное, но в то же время трогательное. Как долго он сдерживался. Годами Чонгук нес на себе бремя ожиданий, которое большинство и представить себе не могли. Ответственность, давление, постоянное осознание того, что за ним наблюдают. И все же в тот вечер ничего из этого не проявилось. Вместо этого он выглядел свободным, пусть даже всего на мгновение. Чонгук всегда производил впечатление, не прилагая усилий. Когда он хорошо выглядит, когда легко улыбается, когда кажется умиротворенным, сердца становятся легче. Его ямочки на щеках снова появились, знакомые и успокаивающие, напоминая всем, почему его так долго и глубоко любили. Даже самые мелкие детали говорили о многом. То, как он шел, то, как он был одет, просто, непринужденно. То, как он вышел из зала, не привлекая к себе внимания. Все в нем в тот вечер говорило о тихой уверенности, силы без принуждения, спокойствие без отчуждения. У Чонгука редкая способность сочетать комфорт и зрелость, и в тот вечер это проявилось в полной мере. Во время концерта он показал свою самую человечную сторону. Он был там не для того, чтобы его видели, он был там не для того, чтобы его признавали, он был там, чтобы поддержать друга. Тихо, искренне. Он следил за выступлением с подлинной сосредоточенностью, реагируя не как айдол, а как человеку, которому не все равно. Этот жест был небольшим, но значимым, потому что Чонгук всегда был именно таким другом, тем, кто всегда рядом, тем, кто остается, тем, кто поддерживает, не нуждаясь в признании. И в тот вечер он снова напомнил всем об этом. В какой-то момент Чонгука заметили фотографирующим. Простое действие, и все же оно вызвало бесчисленные мысли. Запечатлел ли он воспоминания для себя? Для кого-то другого? Многие молча задавались вопросом, предназначалась ли эта фотография для Тэхьона. Подтверждения не было, доказательств не было, но эта мысль не покидала их, не потому что люди хотели предполагать, а потому что их связь всегда ощущалась без объяснений. Тэхьон и Чонгук связаны узами, которые никогда не исчезали. Даже когда они физически не вместе, даже когда они не появляются рядом. Эта связь проявляется более тонким образом, в моменте, в зеркальном отражении эмоций, в том, как они переживают важные моменты, словно осознавая друг друга даже на расстоянии. Возвращение Чонгука после столь долгого молчания принесло облегчение и радость. И, как всегда, за этим естественным образом последовало что-то еще. Каждый раз, когда появлялся Тэхьон, возвращалось чувство стабильности. Не потому, что они были вместе на экране, а потому что их индивидуальное присутствие все еще ощущалось как связь. Это влияние остается реальным, даже когда Тэхьон и Чонгук не видны одновременно. Даже просто увидев их по отдельности, можно понять нечто невысказанное. Они скучают друг по другу, и мы тоже по ним скучаем. Тэхьона и Чонгука любят не за совершенство, а за искренность. Они представляют собой нечто редкое, нечто настоящее. Видеть их счастливыми, видеть, как они живут спокойно, видеть, как они двигаются в своем собственном темпе. Одного этого достаточно. Расстояние всегда играло странную роль в истории Тэхьона и Чонгука. Дело никогда не было просто в физическом разделении. Дело было во времени, в росте, в том, как научиться существовать как личности, оставаясь при этом глубоко связанными. Долгое время отсутствие ощущалось тяжелее, чем когда-либо было присутствие. Не потому, что они исчезли совсем,
а потому что их молчание несло в себе вес. И в этом молчании многие люди проецировали страх, предположения и неразрешенные вопросы. Однако расстояние, если присмотреться, часто раскрывает истины, которые может скрывать близость. Тэхён всегда говорил тихо, даже когда его эмоции были глубоки. Он не спешит объясняться. Он не заполняет тишину, чтобы его поняли. Его способ выражения любви, тоски и размышлений всегда тяготел к тонкости. Музыка, искусство, моменты, оставленные для интерпретации. Когда Тэхён снова появился после долгого затишья, это не было драматично, это не было громко, это не было преподнесено как возвращение. Это был просто он, и этого было достаточно. Его присутствие несло в себе ощущение устойчивости, напоминание о том, что он не исчез, он просто жил, переживал, расти. Чонгук, с другой стороны, всегда по-другому носил свое сердце. Если Тэхён склонен к самопознанию, то Чонгук часто впитывает окружающий мир, ожидания, ответственность, давление, которое испытываешь, когда все от тебя зависят. Годами Чонгук создавал образ непоколебимого, надежного, всегда готового. Но такая сила часто имеет свою цену. И когда он наконец появился снова, тихо, непринужденно, без объяснений, что-то изменилось. Он больше не демонстрировал силу. Он жил ею. Есть разница. Настоящая сила не требует внимания. Ей не нужно подтверждение. Она существует спокойно, уверенно, без шума. Именно такого Чонгука люди увидели в тот вечер. И, возможно, именно поэтому это было так утешительно. Потому что утешение не приходит от уверенности. Оно приходит от покоя. Тэхёну и Чонгуку никогда не требовалась постоянная близость для поддержания их связи. Их связь всегда существовала за пределами физического пространства. Она живет во времени. В том, как обновления Тэхёна появляются, когда сердца начинают волноваться. Как Чонгук появляется, когда поддержка нужна больше всего. Они не объявляют о своей поддержке друг друга. Они воплощают ее в себе. Даже в длительные периоды, когда их не видели вместе на публике, их присутствие в жизни друг друга никогда не ощущалось, потому что связь не всегда выглядит как единение. Иногда она выглядит как параллельный рост. Наблюдая за ними по отдельности, люди начали замечать кое-что еще. Они стали спокойнее, более уравновешенными, более уверенными в том, кем они становятся. Расстояние не ослабило их, оно закалило их. И это осознание принесло другой вид комфорта. Комфорт, основанный на уважении, а не на ожиданиях. Именно здесь часто начинаются многие недоразумения. Фанаты иногда ожидают, что отношения, будь то дружба или что-то более глубокое, будут видимыми, демонстративными и постоянными. Но настоящие связи так не работают. Настоящие связи переживают молчание. Они созревают в пространстве. Они укрепляются, когда им позволяют дышать. Тэхён и Чонгук всегда двигались в своем собственном темпе. Они никогда не спешили объяснять то, что не нуждалось в объяснении. Они никогда не изображали близость ради успокоения. Вместо этого они позволяли своей связи оставаться тихой и нетронутой. И эта тишина стала их языком. Когда Чонгук искренне улыбнулся в тот вечер, люди увидели не просто счастье, они увидели облегчение. Облегчение от того, что он достиг места, где радость снова стала естественной. А когда Тэхён поделился новостями, люди увидели не просто присутствие, они почувствовали стабильность. Вместе или порознь, их индивидуальное спокойствие отражало нечто общее. И, возможно, именно поэтому их появления казались такими синхронными, даже когда были незапланированными. Потому что эмоциональное единство не требует координации, оно просто существует. Красота их связи всегда заключалась в мельчайших деталях, в том, как Тэхён наблюдает, а не реагирует. То, как Чонгук поддерживает друг друга, не выставляя на показ свои чувства. Один проявляет понимание, другой обеспечивает стабильность. И со временем эти роли естественным образом переплелись между ними. Расстояние научило их терпению, молчание научило их доверию. И в мире, который постоянно требует объяснений, они выбрали нечто более спокойное. Они выбрали жизнь не ради домыслов, не ради утешения, а ради себя.
Наблюдая за ними сейчас, более спокойными, уравновешенными, цельными, становится ясно, что ничего не было потеряно. Просто произошло какое-то развитие. Они не исчезли, они не отдалились друг от друга. Они научились существовать как полноценные личности, не разрывая того, что для них важно. И этот урок, пожалуй, самая сильная часть их истории. Потому что любовь в любой форме — это невидимость, это присутствие. И их присутствие всегда было. 27 января — это не просто дата в календаре. Для Тэхьона и Чингука это тихо стало точкой возвращения, моментом, когда воспоминания, эмоции и невысказанное понимание, кажется, сходятся год за годом. Это дата, которая несет отголоски. В 2016 году произошло нечто тонкое, но глубокое. В тот день Тэхьон поделился песней, которая говорила об отсутствии, о том, каково это — существовать в мире, где рядом больше нет кого-то очень важного. Это не было драматично, это не было громко, это было размышлением. Это тот вид выражения, который не требует немедленного понимания, но надолго остается в сердце. Почти одновременно Чунгук поделился отрывком песни об отношениях, которые оставляют следы, такие, которые не исчезают, даже когда проходит время. Две разные песни, два разных голоса. И все же эмоции, стоящие за ними, казались поразительно схожими. Одна говорила о потере через размышления, другая говорила о влиянии через тоску. Две точки зрения, одно общее чувство. Музыка всегда была для них самым безопасным языком. Когда слова становятся сложными, когда объяснения кажутся навязчивыми, они возвращаются к звуку, к мелодии, к тексту, к тишине между нотами. Именно там живет честность. Песня «Nothing Like Us» приобретает в этом контексте особое значение. Изначально песня о понимании того, что ничто не сравнится с определенной связью, когда она исчезает. Она преображается, когда ее поет Чунгук, особенно когда его взгляд встречается с Тэхьоном. В эти моменты песня перестает быть просто кавером, она становится признанием без признания. Когда Чунгук поет эти строки, глядя на Тэхьона, в его глазах есть что-то открытое. Не выступление, не театральность, эмоция. В ней есть мягкость, уязвимость, которая кажется почти личной, несмотря на то, что ее видят многие. И ответ Тэхьона никогда не преувеличен. Не о потере, а о преемственности. О том, что некоторые связи развиваются, не разрываясь. Это отсутствие не стирает смысл. Это расстояние не отменяет чувства. Оно их облагораживает. Оглядываясь назад, становится ясно, что их история никогда не была о моментах, которые кричали о внимании. Она была о моментах, которые шептали. Взгляд, задержавшийся на секунду дольше, чем нужно, текст песни, произнесенный с осторожной сдержанностью, улыбка, которая подтверждала понимание без слов. Эти моменты накапливаются. Они не исчезают, они наслаиваются. И со временем они формируют нечто более глубокое, чем просто объяснение. Они формируют уверенность. Уверенность в том, что то, что существует между Тэхьоном и Чунгуком, не нуждается в подтверждении. Оно не нуждается в подтверждении. Оно живет в общей памяти, в музыке, в моменте. И именно поэтому 27 января продолжает иметь значение. Потому что дело не в том, что было сказано, дело в том, что это чувство ощущалось, и это чувство осталось. В мире, который постоянно требует доказательств, Тэхьон и Чунгук выбрали нечто иное. Они выбрали молчание. Индустрия развлечений процветает благодаря публичности, на заявлениях, на моментах, которые можно вырезать, распространять, анализировать и бесконечно воспроизводить. Все должно быть видно, все должно быть объяснено, и все же некоторые из самых значимых вещей в жизни отказываются существовать под светом прожектора. Их связь — одна из них. С самого начала Тэхьон и Чунгук никогда не представляли то, что их объединяло, в легко определяемом виде. Они не давали этому ярлыков, они не выставляли это на показ, они просто жили этим. И, возможно, именно поэтому это сохранилось. Тихая любовь, будь то романтическая, платоническая или что-то среднее, часто неправильно понимается.
Люди предполагают, что молчание означает отсутствие, что уединение равно дистанции, что если что-то не показано, значит, этого больше не существует. Но реальность гораздо сложнее. Молчание может быть защитой. Привет, армии. После того, что казалось вечностью, измеряемой не днями или месяцами, а томлением, наконец-то настал момент, принесший покой стольким сердцам. Не из-за громкого объявления, не из-за официального заявления, не потому, что кто-то что-то объяснил, а потому, что мы снова их увидели. Тэхёна и Чонгука. Два знакомых имени, которые тихо жили в наших сердцах даже в их отсутствии. Два присутствия, которые никогда по-настоящему не исчезали, даже когда мир казался немного пустым без них. Долгое время их окружала тишина, и в этой тишине вопросы становились все громче. С ними все в порядке? В безопасности ли они? Счастливы ли они? Никто не отвечал на эти вопросы напрямую. И все же одного маленького мгновения было достаточно, чтобы успокоить бесчисленные сердца. Тэхён появился первым, не с шумом, не со зрелищем. Простое обновление, нежное, сдержанное и безошибочно узнаваемое, как он. Тихий знак, который говорил все, почти ничего не говоря. «Я здесь, я существую, со мной все в порядке». Для тех, кто ждал, волновался, цеплялся за воспоминания, как за спасательный круг, этот момент был подобен выдоху после слишком долгой задержки дыхания. А затем, вскоре после этого, появился Чонгук. Неожиданно, без предупреждения, почти незаметно, если бы не то, как его присутствие мгновенно изменило атмосферу. Его видели на вечеринке Шуги, на концерте не как айдола, не как звезду, а просто как друга. Он пришел поддержать Мингю. Никаких камер, преследующих его, никакой подготовленной для него сцены, никаких слов, объясняющих его появление. И все же само его присутствие стало утешением. Это не было просто совпадением. Это не была случайная прогулка. Это был сигнал. Они были здесь и сейчас. Они были активны. Они жили тихо, безопасно и на своих собственных условиях. И встреча с Чонгуком тем вечером ощущалась по-другому. Что-то в нем изменилось. Он выглядел спокойным. Не таким спокойствием, которое приходит от притворства, не таким спокойствием, навязанным обязанностями, а таким, которое появляется, когда человек наконец позволяет себе дышать. Уединение может быть заботой, а сдержанность может быть формой уважения. С возрастом Тэхён и Чонгук стали вести себя по-другому. Не холоднее, не отстраненнее, просто более целенаправленно. Молодость часто выражает себя громко. Она ищет подтверждения, видимости, одобрения, но зрелость учит другому. Не всему ценному нужно делиться, чтобы быть настоящим. И этот сдвиг стал заметен в их поведении. Они перестали реагировать на шум, они перестали подпитывать домыслы, они перестали предлагать части себя для интерпретации. Вместо этого они сосредоточились на себе, на стабильности, на опоре, на становлении целостными личностями. И, поступая так, они сохранили то, что имело значение, потому что любовь в своей истинной форме не требует доказательств, ей не нужно защищаться, оно не рушится под тишиной. Оно остается. Тэхён всегда выражал себя через нюансы, через паузы, через искусство, которое приглашает к интерпретации, а не к объяснению. По мере взросления эта тенденция усиливалась. Он стал человеком, который верит, что то, что чувствуешь, не нужно озвучивать. Чонгук тоже изменился. Если раньше он открыто все выставлял на показ, то теперь он понял ценность сдерживания, не подавления, а проницательности. Он понял, что защита своего внутреннего мира — это не слабость, а мудрость. И вместе, рядом или далеко, они сошлись в этом понимании. Вот почему их связь сейчас кажется спокойной. Она больше не направлена вовне, она сосредоточена внутри. И именно это спокойствие чувствуют многие, когда видят их, даже ненадолго.
Вот почему простая улыбка Чангука может успокоить бесчисленное множество сердец. Почему тихое сообщение от Тэхёна может успокоить весь фандом. Они не успокаивают словами, они успокаивают своим присутствием. В шумном мире такая тишина становится мощной. Ожидания публики часто требуют ясности. Фанаты хотят определенности, потому что неопределенность вызывает дискомфорт. Но правда в том, что не все отношения существуют для того, чтобы быть понятыми всеми. Некоторые существуют просто для того, чтобы их проживать. И Тэхён и Чонгук всегда оберегали эту границу. Они дают то, что им кажется правильным. Они удерживают то, что им кажется священным. Не из-за секретности, а из-за заботы. Потому что когда что-то имеет глубокое значение, вы не выставляете это на показ каждому взгляду, вы защищаете это. Вы позволяете этому расти без вмешательства. И эта защита позволила их связи созреть естественным образом. Речь больше не идет об интенсивности, речь идет о стабильности. Речь больше не идет о близости, измеряемой расстоянием, а о взаимопонимании, измеряемом взаимным согласием. Такая связь не исчезает, когда люди перестают наблюдать, она укрепляется. Как наблюдатели, армии тоже выросли. Со временем многие научились переходить от требований объяснений к доверию, от поиска доказательств к уважению границ. И в этой взаимной зрелости происходит нечто прекрасное. Отношения, в какой бы форме они ни проявлялись, становятся безопаснее. Безопаснее для них жить честно. Безопаснее для нас наблюдать за этим без чувства превосходства. Потому что любовь, которая выдерживает пристальное внимание, часто становится тише, а не громче. Тэхён и Чонгук не отступили. Они и совершенствовались. Они выбрали мир вместо показухи, правду вместо шума, присутствие вместо доказательств. И этот выбор глубоко отзывается в нас. Он учит нас чему-то ценному, не только о них, но и о самой связи, что настоящие узы не кричат, они не борются за внимание, они не рушатся в тишине, они выдерживают испытания временем. И, возможно, именно поэтому даже сейчас, даже в моменты тишины, их присутствие ощущается так сильно, потому что то, чем они делятся, не зависит от видимости, оно зависит от доверия. И вот мы здесь. Не в финале, полном ответов, а в месте понимания. Потому что, возможно, самое важное, чему мы научились за все это время, просто не все значимое нуждается в объяснении. Тэхён и Чонгук никогда не обещали ясности. Они никогда не просили, чтобы их понимали очевидным образом. Они просто продолжали существовать. Мягко, честно и на своих собственных условиях. И каким-то образом этого было достаточно. Увидев их снова, пусть даже ненадолго, мы вспомнили то, что уже знали в глубине души, что они никогда не были потеряны, никогда не были сломлены, никогда не ушли. Они жили, растя, становясь более спокойными версиями самих себя, выбирая мир вместо шума, выбирая тишину вместо зрелища. Их улыбки теперь другие, мягче, увереннее. Не блеск молодости, гоняющийся за вниманием, а сияние людей, которые знают, кто они есть. И, возможно, именно поэтому это так приятно. Потому что когда Тэхён делится моментом, это кажется осознанным. Когда Чонгук улыбается свободно, это кажется заслуженным. Они не торопятся, они не объясняют, они не выставляют на показ свое счастье. Они просто позволяют ему существовать. И как зрители, как армии, возможно, наша роль никогда не заключалась в том, чтобы требовать большего. Возможно, она всегда заключалась в том, чтобы быть свидетелями, мягко, уважительно и с доверием. Понимать, что любовь, связь и забота не всегда выглядят громко. Иногда они выглядят как тишина, которая кажется безопасной, как дистанция, которая не отдаляет, как присутствие, которое не нуждается в доказательствах. Тэхён и Чонгук учат нас этому, без речей, без заявлений. Они учат нас, что некоторые связи наиболее крепки, когда они защищены, что некоторые чувства реальны именно потому, что они не демонстрируются, что зрелость не стирает эмоции, она их облагораживает.
И, возможно, именно поэтому каждый раз, когда они появляются, кажется, что ты возвращаешься домой. Не потому, что все осталось по-прежнему, а потому, что то, что действительно важно, все еще здесь. Пока они продолжают идти, спокойные, цельные и верные себе, мы будем здесь. Наблюдать, поддерживать, нежно скучать по ним, без спешки. Потому что они никогда по-настоящему не уходили. Они просто выбрали жить тише, более честно, более полно. И в этой тишине есть мир. Спасибо, что выслушали. Спасибо, что почувствовали. И спасибо, что позволили этой истории существовать, не нуждаясь в объяснениях. До следующего момента берегите свои сердца, Арми.